Господа, ну что же, сегодня второй день покатушек. Я вчера катался, еще особо ничего не просохло. И сегодня я еду с клубом «Снежные волки». И еще АТВ-клуб «Легион» здесь же. Собираемся и выдвигаемся. Сегодня уже не лайт-покатушка, сегодня будет болото. И, соответственно, посмотрим, как Outlander на стоковой резине, полностью в стоковом состоянии, будет себя вести на болоте. Погнали! Выехали на болото. Сейчас там еще вторая часть банды едет. Тут как все. Прям конкретное болото. Очень в натяг едет. Аккуратненько на эльке. Приходится даже сходить иногда. Один раз застрял уже. В общем, сейчас перекур небольшой. На меня одели жилетку «Снежный волк», чтобы не потерять внезапно. В общем, выехали, едем. Ремень!
Само болото. Мне, скажу честно, тяжело. Я иду рядом с ним. И как только сажусь, естественно, он сразу же тонет. Скажем так, здесь прямо стоишь, и все вот так колышется. Там вот ребята, здесь дальше, банда большая, отлично вообще. На этом квадроцикле, по-моему, ремень уже подошел. Пахнет. О, и магия. Так, ладно, все, надо ехать. Вернее, идти. Наконец-то доехали до обеда. Честно говоря, я уже вымотался. И вылезла первая проблема у Outlander. Отказала лебедка. Крутит двигатель. Все отлично, но ничего не происходит. Скорее всего, там механизм переключения. Вот этот вот. Механизм переключения, чтобы вытягивать ее, видимо, сломался, там что-то не довключается. И все. То есть она ни туда, ни сюда. Вот, поэтому я без лебедки, и резины нет вообще, по сравнению, вон как у парней стоят. Разные, кстати. Разные типы резин можно сравнить. И мы сейчас на болоте. Реальное болото. Казалось бы, да, такая полянка. Но сейчас я вам покажу. Вот тут квадроцикл стоит, такой идешь. И все. И дна нет, реально. Сюда можно уйти. Вот такие вот линзы здесь. Их нужно объезжать. А так, огонь катка и обед. Пойду тоже перекушу. Ой, обед душевно так проходит. В общем, ребята, это только середина пути. Вот так вот встану, чтобы было меня видно. Это только середина пути. Еще предстоит преодолеть это болото. Оно реально бескрайнее. И еще, по-моему, будет одно болото. Очень плохо, что я без лебедки. Конечно, я помню, как это было 2 года назад на открытии квадросезона на Маверике, когда я был без лебедки. Это жесть. Очередная неудача. В общем, такие дела, ребята. Не едет он по снегу на этих шинах, на стоковых. Зарывается, клиренс маленький, лебедки нет. Мы уже запарились, поэтому запросили помощи. Уже прошло немало времени. Костерок развели, ждем эвакуацию, подмогу и бензин. Но здесь хотя бы есть товарищи, которые помогут. Подъезжают сразу, без вопросов, только начинаю садиться. Тык-тык-тык, дернули, толкнули, все, дальше поехал. В общем, едем дальше.
я практически все это болото. Смотрю назад, а камеры нет. Пришлось пешочком, так как я без лебедки, и чтобы не просить товарищей страховать, пошел, нашел камеру. Ветка избила. В общем, назад. Нашел! Да. Идти очень тяжело. Но хорошо ветерочек обдувает. Где-то мой квадроцикл далеко стоит. Итак, господа, еще одно болото я проехал, встал на твердую, но там еще придется. Две новости. Одна хорошая, лебедка все-таки заработала. Не знаю, что там случилось. В общем, я сейчас один раз пользовался лебедкой. Вторая новость плохая, потому как у меня загорелась сигнальная лампа. Может, перегрев, она сначала, когда запускаешь двигатель, загорается, а потом начинает мигать. Думал поначалу, что это ошибка двигателя. У меня вчера было такое, потом прошло. Сейчас очень большая нагрузка в болоте. Едешь в натяг, на одних оборотах, постоянно, медленно. Я думаю, он нагрелся сейчас. Ну, а, кстати, это может быть перегрев. Просто, может быть, остыть ему нужно дать. Короче, вынос надо ставить, надо все проверять, ошибки снимать. Но круто вообще. Вот болото мне очень нравится. Прекрасные места у нас. Ветерочек такой прохладный, очень хорошо, комфортно ехать. Я чумазый, весь покусанный комарами, комары здесь. По поводу электроусилителя. Никаких проблем я сейчас пока что не испытываю, кроме одной, когда на скорости едешь и попадаешь в какую-нибудь кочку, выбивает руль. Некомфортно с электроусилителем, очень он сглаживает эти удары. На 28-х я думаю, что будет сложнее. Но опять же, бесплатный фитнес, руки можно подкачать к зиме. Ладно, там ребята уже подъезжают, поехали дальше. Ребята, это такие мишени. Танками, да, стреляли? Просто орудиями разными. Орудиями разными стреляли. Вот разные калибры коммутативных,
подкалиберных снарядов. Маленький калибр, большой калибр. Здесь 75, там, скорее всего, миллиметров 45 было. Независимо от калибра снаряда, задача пробить. Мелкий пробивает, а большой разрушает. Не стоит тратить ресурсы на большой калибр, можно выпить и маленький. И все равно пробьет. Все равно прошибает. Это вот 5 метров толщина. Не, она пустая внутри. Она пустая внутри, у нее толщина стенки где-то сантиметров 60. Она снутри обита железом. Ага. Вот. И просто экспериментировали, какие снаряды нужны. По всей видимости, где-то стрельба была в годах, наверное, там 60-х примерно. Потому что с расстояния около километра, не больше. Выросли деревья, да, с того времени? Это, видимо, здесь не было деревьев. Ничего не было. Полигон. Вообще, конечно. И таких здесь много стоит. Штук 16 с обратной стороны. Да, дорога прямо мимо них идет. А, вот обратная сторона. Кого-то железом зашито, кого-то арматурой. И вот они проверяют, пробило или нет, смотрят. Бронебойность проверяют. Проверяли именно не бетон, а проверяли именно снаряды. Здесь вот пробито все. Так основательно сделано. Вот толщина примерно. Что это такое? Причем это же, ну, какой-то кевлар. Стекловолокно какое-то, да. И железо, смотри, сколько слоев. Да. Ракетный контейнер, да? Или от ракеты, или от торпеды. Скорее всего, от торпеды. А как он сюда попал-то? А вон там еще одна, по-моему, вон. По всей видимости, мы попали. Вот еще одна. Такая же, вон. И еще. В общем, все озеро, видимо, в таких штуках испытывали торпеды. Вон, видишь, внутри как раз подкруглое такое. Вот. Вверх. Да. Такие вот артефакты здесь очень интересно. Тем более, когда все объясняют. Натяг. Давай! Ванька, гони! Да, конечно, всегда. Всегда. Короче, длинный он. Длинный, да. В общем, да, длинный. На лысой резине. Длинный на лысой резине, да, вот через такие штуки получше перескакивает.
общем, по болоту хорошо ехали. Здесь какой-то лесочек небольшой. Все встали. А камера грязная. Сейчас, вон, уже проехали, да. Ну, те, кто здесь часто едет. Заруба Максим. Прямо через кустарник. Ну, я сейчас тоже. Где предстоит проехать. Все это на лысой резине. Кстати, сейчас чек загорелся. Ничего не изменилось. Тык. Потом заглушил, снова завел. Опять нормально все. Какая-то плавающая проблема. Нужно подключать компьютер и смотреть. Я что такой грязный, что ли? Ужас. И смотреть ошибки. Короче. Ладно, все, надо ехать. Сейчас, подожди. Опа! Ха! Тут дна нет! Терпи, идет самона. Ковровое болото. Стоишь, оно все шевелится. На ковре только прорвал его. Все, уходишь вниз. Да. Опа! Стой. Все. Все, спасибо. Так, господа, ну вот и все. Это крайний привал. Сейчас там быстренько чайку попьем. И я не глушу, потому что сейчас около часа
реанимировали. Я понимаю, почему этот квадроцикл продавался с большим аккумулятором, потому что на аккумулятор не идет зарядка. Он работает, когда запущенный. Солнце, вот. Когда запущенный, работает, но аккумулятор не заряжается. В следующий раз, когда запускаешь с аккумулятора, аккумулятор, соответственно, разряжается, и так там можно. Вот вчера я ездил, сегодня под конец дня уже не хватает запуститься. Прикурили, вернее, сначала с другого квадрика поставили аккумулятор, запустили, поняли, что это дело в аккумуляторе, прикурили проводами, запустили, и сейчас на скотче все. В общем, сейчас он у меня тарахтит. Насколько хватит, не знаю. О-хо-хо. Итак, господа, покатушка закончилась, очень тяжело мне было сегодня, и самое время подвести итоги этого дня. Я немного чумазый, но это нормально после таких покатушек. В общем, техника прошла день достойно. В принципе, я ехал там же, где и все остальные, на хорошей злющей резине ехали, на подготовленных квадроциклах. Я ехал на стоковом, были перегревы. До сих пор там ошибки двигателя какие-то, я не знаю какие, нужно подключать компьютер, смотреть, но в целом квадрик работал, ехал, все, что нужно было от него, он делал. Единственный момент — это с аккумулятором. Что-то с зарядкой, аккумулятор разрядился. Опять же, нужно разбираться. Прикурили от другого, поехали дальше. Тесты удались. В принципе, можно и кататься и на таком квадроцикле, и на стоковом, но у нас цель немножко другая, поэтому мы отдаем квадрик в Top X Tuning. Вы видите, вон там стоят квадрики. И ближайшую неделю этот квадроцикл будет тюниться. Поставим колеса, вынос. В общем, про это будет отдельная серия с комментариями, с объяснением, почему именно эти колеса, почему именно вот так делаем. В общем, следующая серия целиком и полностью будет посвящена тюнингу. А я оставляю квадрик здесь и еду домой отдыхать. Наконец-то этот день закончился. Так что, ребята, до следующей недели. Всем пока.